Здравствуйте, граждане стендовые моделисты, начинающие, продвинутые и профессионалы. В этом видео обзор модели истребителя Первой мировой войны, который называется Альбатрос Д-3. Такая немаленькая коробка, а не маленькая она потому, что масштаб у нас 1 к 32. Производитель фирма Роден. Габариты коробки давайте сразу посмотрим. Итак, длина 370, пусть будет 1 миллиметр. Ширина 240 миллиметров. И высота, вот здесь покажу, вернее вот так, 45 миллиметров. Просто знаю наизусть, поэтому сюда не смотрю. Крышка имеет ламинацию, как вы видите, такой блеск. В общем-то, неплохой рисунок, так все стильно сделано. С этой стороны информация полезная на разных языках. Торец коробки, один торец. Вы видите, что тут название самолета, картинка и там другая информация. С этой стороны варианты окраски. Кое-какая другая информация. И еще один торец, точно такая же картинка, информация, как и на этом торце. Ну что, давайте, наверное, откроем. Кстати, картон такой приличный. Не гофрокартон, но такой толстоватый, скажем так. Что у нас внутри-то? Да? Встречает нас инструкция, на которой лежит сама декаль. Вот такая вот огроменная. И один кулечек, в котором находятся все литники со всеми деталями. Вот это одна сторона, переворачиваем. Это другая сторона. В общем-то, посмотрели все, что в коробке, да? Нет, но заканчивать мы не будем, конечно, будем продолжать. Давайте теперь раскроем, так сказать, все кулечки. И поближе все это дело рассмотрим. Итак, инструкция. Кстати, нужно заметить, что нижняя часть коробки выполнена из такого гофрокартона, прочного. Возвращаемся к инструкции. Ну что, разрежем мы ее, кулечек этот самый, вот тут место пайки. Ну давайте здесь и будем резать. Чего, собственно, аккуратно. Декаль давайте отложим в сторону, рассмотрим ее позже. Инструкция. Ну, вот так это выглядит. Скажем так, скромно. Роден, ну и украинский, английский, немецкий язык. Открываем. Здесь она не скреплена скрепочками, скажем так, свободная такая. Ну, тут вот литники с деталями. Вот такой вот вид имеет. Последовательность. Начинать нужно с двигателя, судя по всему. Вот таким образом это проистекает дальше. Да. Собственно. Ага, это вот уже результат. И вот окраска. Ага, стоп. Вот это да. А что это здесь делает? Почему оно в инструкции? Вот такой вот на прозрачной пленке нанесен рисунок. Ну, Роден, что-то тут еще. Ну, посмотрим. Так, это в сторону аккуратно. Потом разберемся. А если бы я потерял? Вот так не заметил бы, оно вывалилось бы и все. Фирма Роден. Что такое? Я не понял. В чем дело? Нет, может это не ваше, но это не мое точно. Оно здесь лежало, точно. Один вариант окраски, второй вариант окраски, третий вариант окраски, четвертый вариант окраски. В общем, 4 варианта. Краски, номера от фирмы Хамбрал. Так вот показаны здесь, какие понадобятся. Ну, в общем-то, и вся инструкция. Ну, что можно сказать по декали? Можно сказать, что тонкая. Ладно. Скажем так, декаль очень даже неплохая. Вот такой вот кулек.
извлекаем. Ну, как вы понимаете, что это крылья, да? Объяснять это не нужно. С одной стороны, ого, такой вес приличный, приличный вес. И вот с другой стороны. Ну, такая шероховатость есть. В любом случае, неплохо отлито все. Имитация провиса обшивки, вот вы видите, здесь вот тут хорошо видно, да. Прилично, в общем, все сделано. С этой стороны та же ситуация. Небольшой облой присутствует вот здесь. В виде такой пилы, я бы сказал, да. Мелкой пилы. Облой тоже есть. И здесь облой есть. Да, ну, серьезно? Ага. Ну да, есть. Присутствует. Крыло вы видели. Вот так оно выглядит. Что там у нас дальше? А дальше у нас идет, ну, конечно же, фюзеляж. Вот такое конструктивное решение. То есть получается, вот тут у нас сидит пилот, да, и такая как крышка идет сверху. А здесь непосредственно две половинки складываются, и крышечка это становится вот примерно вот в этом месте. Ну, облой тут, конечно, есть. В этой части винта, да, например. Облой присутствует. О, здесь вот здесь четко, конечно, сделано все. Ну, крой, скажем так, Толстоват. Скажем так, тонкий крой, на мой взгляд, производит только фирма Хасигава. Остальные производители как-то отстают, потому что, ну, слишком он глубокий и толстый, скажем так. Вернее, как, слишком он широкий. Глубокий это хорошо, а вот то, что он широкий, это не очень. В любом случае, выглядит все достойно, приятно, прилично. Что у нас с двигателем? тут яма. Вот она здесь есть. Может, это не будет видно, но зашпаклевать все-таки придется. Ну, я знаю, скажем так, литье не чистое. Ладно, будем исправлять. Правда, здесь это нелегко сделать будет. Облои есть, облои есть, облои есть. Ладно, поехали дальше. Так, одно колесо. Нет, два колеса, извините. Два колеса и вот такое вот оперение. Пулеметы Шпандау. Естественно, сюда нужно приобретать что-нибудь ажурное, отравленное, на кожух имеется в виду. Ну вот есть такие вот раковины, например, здесь небольшие. Подобная плата, вот она идет. Ну да, да. Хорошо. Поехали. И последнее. И последнее. Ну вот, бензобак, кажется, да, вот он. Ну, вот так это выглядит. Кресло пилота. Вот он. Посмотрели мы с вами детали. Тут вообще прогнулась, если вы видите, да, прогнулась вся рамка. Теперь давайте попробуем вложить это все в чертежи. Немного вернемся к вот этой штучке, которую чуть не потерял. Да, ага, ее и не видно, да, скажем так. О, так заметно. Да. Это, скажем так, остекление. Ну, лобовое такое стеклышко, да, шло. Такие вещи нужно класть непосредственно в кулечек. Потому что бумага, она царапает пленку подобную. Потому что подобная пленка очень такая нестойкая к механическим воздействиям. И тут уже есть некоторые царапинки. Вот она на цвете. Хорошая. Да. Так что производитель, учтите это, пожалуйста, в будущем, да, в кулечек очень аккуратненько. А это у нас, как вы догадались, чертеж. Тут вот даже была попытка фотографию хвостовой части из книги вписать в вот, линию хвостового оперения. И очень даже хорошо легла эта фотография. Поэтому можно считать, что данный чертеж очень неплохой. Но отделили мы не ту сторону. Да. Вот теперь мы отделили ту половину, которая нам нужна.
Прикладываем фюзеляж к чертежу. Аккуратно. Так, что у нас получается? Здесь вот так. Ага. Вот по этому соединению стыку будем равняться. Ну тут вроде ничего, неплохо. Здесь тоже вроде неплохо. Дальше. Ага. А дальше получается, что хвостовое оперение, так сказать, не на своем месте. Вот что у нас получается. Да. Тут вот заметно, что есть небольшая, так сказать, небольшая разница. Да и костыль здесь вот тоже не точно прилегает. Так, ясно. Проверим на другом чертеже. Из другого источника, так сказать. Немножко он такой нерезкий, но в любом случае фактически по нему можно работать. Итак, прикладываем здесь. Да. Прикладываем здесь. Так, здесь стык, в общем-то, на месте. И что мы видим? Ага. И здесь тоже хвостовое оперение немножко не на своем месте. Вот так выровнять нужно. Да? Ну тут оно то же самое практически. Практически то же самое. То есть хвост на модели, скорее всего, находится не там, где положено. Проверим на третьем чертеже из другого издания. Посмотрим, что получится. Так, устанавливаем. Ага, ну тут вообще разница есть. То есть, ну, может, это другая модификация, я еще пока не разбирался. Но давайте все-таки посмотрим. А что здесь у нас? Ну, здесь у нас тут сходится, а здесь, ну, здесь тоже небольшой. Тут уже даже нет, хвост на своем месте, но он не совсем ту форму имеет. Ну да. Ну, то есть как... А нет, более-менее стал. А вот здесь он совпадает. Да, ну, тут могут быть и разночтения в чертежах. И выясним уже в момент сборки, что, как, да почему. И еще один момент. Проверим вот эту деталь. Пока приложим ее к боковой проекции. Да, сходится здесь. И здесь сходится. Ну, более-менее. Хорошо. Да? Ладно. Тогда возьмем другой чертеж. Вид сверху. И положим вот так. Вот стык. Здесь сходится. Ну да. А вот тут... А вот тут не сходится. Потому что, и мало того, что форма другая, овала, как вы видите, еще и на чертеже, вот где находится аж, скажем так, начало этого овала, да, вот у нас конец, а вот начало, ну давайте так обозначим, вот, то здесь, конечно, прилично, вот так. Интересно, ну опять же, это может быть модификация какая-то другая, ну, с этим нужно будет разбираться. Но по факту что-то, как говорится, есть. Нисхождение имеется. Хорошо, ладно, будем разбираться. Теперь разберемся с крыльями. Естественно, нужно отделить, как вы понимаете. Первое. Прикладываем. Что мы видим? Ну, в общем-то, тоже неплохо. С этой стороны посмотрю. С крыльями все более-менее. Чуть больше, шире крыло, да? Скажем, вот в этой части. Но это там даже миллиметра нет. Теперь нижнее крыло. Ну, тут, как вы видите, зацело все сделано. Вот часть фюзеляжа и два крыла
у нас нижних. Вроде очень даже неплохо ложится. Ну, как раз попадает хорошо. А по нервюрам, кажется, не совпадает. Ладно, давайте сделаем по-другому. Так. Где-то вот здесь, например, возьмем. Протянем линию, чтобы было нагляднее видно. Вот сюда вынесем. Раз, два. Хорошо. Так, в размер вписываемся. Тут, вот она, на модели, да, имитируется. А вот здесь на чертеже проходит. Здесь на модели, здесь на чертеже, здесь на модели, на чертеже. А здесь вообще поехало все. Вот. Модель, чертеж. Модель, чертеж. Модель, чертеж. Давайте попробуем другой чертеж. Вот. Из другого источника, так сказать. Прикладываем и смотрим. Вот тут вообще... Да, ничего не сходится, скажем так. Ни форма, ни ширина. Да, но это разночтение в чертежах, конечно. Это из достаточно старого издания. Ну, в любом случае, нервюры тоже не сходятся, скажем так. Вот модель, вот чертеж. Модель, чертеж. И ситуация похожа, кстати, очень. Еще раз хочу перепроверить. Вернулись мы к прежнему чертежу. Вот опять нервюра, а вот на чертеже. Нервюра модели на чертеже. Вот здесь несовпадение небольшое, примерно миллиметр, да, а здесь, нет, ну чуть меньше миллиметра, а здесь миллиметр явно, а здесь вообще совпадает, кстати. Ну, то есть что-то где-то плывет, как говорится, едет, как говорится, и с этим нужно обязательно будет разбираться. Что у нас следующее? Хвостовое оперение, естественно, состоит из двух половинок. Так, давайте уже сложим тогда. Раз. Вторую сложим. Ну, чуть-чуть, может, это меньше. Чуть-чуть меньше. Но это можно поправить все тоже. Вот тут вот Не хватает немножко, вы можете видеть, да? Что здесь. что здесь. Теперь у нас вот, руль высоты. Цельная деталь. Прикладываем и видим, что не так хорошо, как Хотелось бы. А ну-ка, подождите, как я просто не вижу. Ага. Ну, чуть-чуть вот линии не сходятся, видите. Ну, скажем так, Будем изучать момент, да? потому что кое-что придется поправить, тут ничего страшного нет. Но все остальное Очень даже неплохо выглядит. Ну и что посмотрим еще? Посмотрим еще, давайте, так сказать, рысканье. Что у нас здесь? Намного меньше, чем должно быть. И вы можете это видеть, что это все придется наращивать. Потому что, повторюсь еще раз, в чертеж фотография реального самолета вписалась очень хорошо. То есть без проблем. А здесь у нас получается, что нужно будет добавить. И причем прилично. Посмотрим еще колесо. У нас тут их два, оказывается, два вида. С плоской вот этой вот диском и с таким вот выпуклым слегка. Ну, в данном случае, судя по всему, это относится к другой модификации какой-то, да, потому что колесо здесь гораздо больше. На чертеже, наверное, колесо вот данное, вот другого типа, да, другого вида, типа, вернее, другого типа. Что у нас с этим колесом? центр соблюдаем, да? Соблюдаем. Это хорошо. Получается
23,9. Диаметр колеса. Что на модели у нас? 23,9. Точно. 23,9. Диск. Так, То ли что-то я не понимаю. Ага. Все. А что ж так сделано-то? Так, давайте еще раз. Сейчас. Я все правильно откусил, да? Угу. Все. Все стало на свои места. У нас два разных колеса. Это колесо, видно, модифицировано. Да? Поэтому мы с ним разберемся позже. А данное колесо вот сходится хорошо все у нас по диаметру. По диаметру сойдется вот этому. Да, тоже сходится. И сюда вкладывается вот такая вот штука. Но есть интерес один, да? Получается, что вот эта деталь идет к этому колесу, а вот эта деталь идет к этому колесу. Ну, сложно не запутаться. Я бы лично сделал как? Вот данная деталь идет на это колесо, а данная деталь идет к этому колесу. Но тут все как-то получилось не совсем, ну, как это сказать, по-человечески, что ли, да? Поэтому абсолютно запутался, ну ничего страшного, распутались мы с вами, да? Это колесо мы изучаем, а это вот для данный чертеж ложится очень хорошо. Посмотрим кок винта. Все ли в порядке, нет ли проблем. кок винта в порядке, как вы можете видеть. Тут, говорится, все нормально. Ну, уже хорошо. В общей сложности, как говорится, вы увидели сами, как там все обстоят дела с моделью. Ну, с основными частями, конечно. Внутренности мы пока, внутренние детали мы не разбирали. Так это видно все, да? Ну, это мы постепенно на натюрморту финальному переходим, да? Так, тут у нас... Ну, давайте так положим еще сюда что-нибудь. Какой-нибудь... двигатель давайте положим. Двигатель мы разбирать не будем, потому что нужен хороший чертеж, пока его нет. Поэтому вот так приложим сюда. Это сюда, это сюда. Вы видели все сами, что есть недочеты. Ну, ничего страшного, все поправим. О модели, в общем-то, рассказано. Ключевые моменты обозначены. В чертежи мы, что смогли, положили. Заходите на канал. Смотрите канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Спасибо вам за внимание и до новых встреч.